Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, создание внешней реальности действием души. В данной технологии я рассматриваю процесс, когда Бог, когда Он создает внешнюю реальность, Он рассматривает тот процесс, что Он создает как реальность, которую Он воспринимает, например, вне себя, так и реальность как бы промежуточной среды. То есть есть, например, физическое тело единого Бога, есть некая внешняя информация в виде, предположим, там белого свечения, и есть процесс уже как бы промежуточный, который говорит о том, что есть среда, которая подразумевает контроль за всеми этими ситуациями. Вот для Бога, с точки зрения, например, органа человека, вот по сопоставлению, внешний контроль – это есть мозг человека, вот как человек воспринимает эту ситуацию, и бесконечно удаленный участок его собственного сознания и от его собственного сознания. То есть там получается три позиции, которые регулируют вот эту вот сферу контроля. То есть внешний контроль – это многоуровневый принцип реакции на одну и ту же ситуацию. То есть если мы рассмотрим, предположим, ситуацию с разных сторон, то получится, что мы ее можем рассмотреть, предположим, таким образом, что какую-то позицию рассмотреть как позицию линейную, да, или там, с какой-то точки зрения, но если мы рассмотрим с разных сторон одну и ту же ситуацию, то получается, что вот эти позиции, они базируются на том, что есть некая основа, позволяющая рассмотреть одно и то же как бы с разных сторон. Вот это вот то, что и называется как бы некой основой, для Бога это есть его также личное действие. То есть Бог находится все время в той ситуации, что Он создает и промежуточные системы, и системы выявленные, да, или там проявленные. Поэтому внешняя реальность – это есть организация, как одновременно тела, так и внешняя реальность. То есть человек, когда воспринимает внешний мир, он же воспринимает как все-таки момент организации. Само понятие восприятия – это организация какого-то процесса. Предположим, если медленно смотреть на горизонт, то сначала воспринимается один участок, следующий и так далее. То есть это все-таки тоже организация. И вот такая аналогия заложена по аналогии той, которая существует у Бога. Бог также как бы разворачивает реальность, но вот в зрительном или там в мыслительном уровне человека есть такой же принцип разворота реальности. То есть как бы аналогичный, что ли, логичный уровень, он очень прост. Коли уж Бог может разворачивать реальность, то человек, воспринимая фактически также разворачивающийся каким-то образом процесс, он также может реальность создавать, строить как бы. И для этого только лишь нужно определить, что есть внешняя сторона событий, то есть где есть внешняя среда. И вот это вот, как только человек определяет внутреннюю некую границу, что есть внешняя информация, он может работать так же, как делает Бог. То есть он может строить структуру, исходя из позиции как бы разделения внешней среды и среды управления. И вот когда среда управления, например, это есть некая внутренняя среда там, в физическом теле человека, то получается, что мы видим, что среда управления – это есть то, что создает физическое тело человека. И поэтому получается, что логически тело человека нельзя каким-то образом реструктурировать или там разрушить, если эту среду переместить, например, в среду целевого импульса. Ну, если у вас есть необходимость чему-то сопротивляться, там, неким вредным воздействием и так далее, то получается, что достаточно вот этот монолитный уровень создания тела человека, то есть пока тело создается, это же единый монолит со всем внешним миром. Ведь до уровня создания тела существует только внешний мир, да, получается. И когда вот этот, ну, в общем-то, очень большой массив информации создает тело, то получается, что достаточно просто переместить сознанием этот массив в какую-то зону или там в область вредного действия, и это действие как бы исчезает из реальности. То есть вы разворачиваете картину, которая благоприятна для вас. Ну, в случае там каких-то химических систем внешних или в случае, если вы занимаетесь даже процессом вот воскрешения, когда уже воскрешение проходит, да, только вот стоит только воскрешению закончиться, всегда возникает ситуация, как строить следующую реальность для человека, который воскрес. То есть ваша задача построить для него задачи как бы внешние, ну, которые внешние для вас, физическое пространство, так и внешние для него. То есть возникает вот именно в случае задачи с воскрешением одновременно с построением
как бы двухлинейных, многомерных пространств как бы для двух личностей. И поэтому процесс воскрешения, он обязательно происходит в будущем, значит, развитии цивилизации человечества, потому что это процесс, который свойственен именно процессу действия Бога, потому что Бог, создавший один вариант реальности, всегда создает для всех в бесконечном времени. То есть, получается, человек как бы он попадает в систему развития, где он в любом случае живет. И исходя из этого, ясно поэтому, что будет и всеобщее воскрешение, потому что есть вот эти вот принципы как бы взаиморазвития двух именно внешних систем. То есть человек — это внешняя система по отношению к Богу, но ведь и для него мир разворачивается так же. Получается, что мы имеем, например, в случае, если лечение заболеваний, каких-то сложных или там, тяжелых, мы имеем очень, в данном случае, многорезервную систему, как только мы начинаем выделять внешнюю информацию как систему развития, непрерывного развития, например, души человека через его физическое тело. То есть душа, которая строит тело, строит настолько быстро, что как бы уровень сознания в дискретном, что ли, варианте не успевает замечать, что тело постоянно строится как бы заново душой. Но работа аналогичная работе Бога. И тогда получается, что когда мы начинаем такой статус души познавать, то для души, в принципе, тогда без разницы может быть такой процесс, что можно в вакууме сделать кислородную сферу и спокойно спроецироваться и дышать, вообще говоря, в вакууме, но уже естественно дышать. Не просто, например, функционировать за счет неких третьих законов, а также нормально развиваться, так же, как, например, в условиях Земли. Да? Но это такой, как пример управления, так скажем. То есть не идет речь о том, что, например, нужно практиковать и где-то там материализовываться в вакууме, но если такое необходимо, то это возможно на самом деле. Но при этом надо создать сферу управления, и тогда эта сфера управления — это вообще вся та же самая физическая реальность. То есть человек поставлен в такие условия за счет естественных органов чувств, за счет естественных органов там, жизнедеятельности, да, дыхания, хотя бы даже так взять. Он поставлен в условие, что он вокруг себя нормирует реальность как бы под него. И это действие также действие Бога. То есть Бог так себя сам организовал, что Он развивает реальность так, что реальность нормирует именно как бы самую себя под Бога. Практически. То есть Бог может находиться где угодно, и в теле человека, получается, возникают области именно проживания Бога. И вот когда речь идет о лечении, например, сложных заболеваний или там каких-то экстремальных ситуациях со здоровьем, то вот выделяя области, значит, реализации Бога так, что реальность как бы подстраивается под Бога, можно очень эффективно излечивать практически мгновенно, ну как сразу, даже не просто там быстро, а можно излечивать мгновенно так, что не будет видна первичная причина как бы, вот, заболевания. То есть человек становится здоровым во всей системе информации, то есть и в прошлом, там, да, и в будущем. И это мощная система профилактики возможных там, тяжелых заболеваний. То есть если человек интуитивно начинает понимать, что у него пусть даже там, небольшие проблемы какие-то, то тогда получается, что достаточно выйти в уровень, где заболевания, например, не существует с точки зрения логики. А чтобы этот уровень понять, надо посмотреть, где находится Бог, когда реальность развивается под него. Логически просто. Задать вопрос и определить это свечение в этой точке. Переместить сюда фракцию сознания, получится, что вы профилируете заболевание тогда уже. Это очень часто помогает ну, там, в широкой медицинской практике, например. Дальше, если вы хотите рассмотреть процесс дальнейшего развития, например, ну, скажем, любой информации, да, то все равно информацию нужно рассмотреть как внешнюю и как бы внутреннюю. То есть взять любой сегмент и рассмотреть так, что данный сегмент можно изучить, если есть какая-то область для изучения, некая там, пусть будет внутренняя область. А определить какой-то сегмент как область внешнюю. И когда вы начинаете так анализировать, вы четко приходите к тому, что организация вашего тела, вот как бы уровень макромассива, да, всей реальности и ваши действия — это процесс одновременно. То есть вы начинаете видеть, где вместе с вами действует Бог. То есть вы начинаете совершенно четко контролировать свое поведение. Вот в этом случае человек абсолютно может вообще никогда не ошибаться. Ни в поведении, там, ни в восприятии. Всегда может отрегулировать свое собственное восприятие. То есть для этого достаточно только, вот, как я сказал,
уметь связывать процессы Бога и личные процессы по принципу аналогии и по принципу движения к цели. То есть, если вам нужно, например, реструктурировать какое-то вредное вещество на любом расстоянии, то можно просто заменить пространство, нет вещества, а можно просто реструктурировать само вещество, сделать его неопасным. А можно, например, сделать так, чтобы болезнь была неактивна и полностью исчезла, вводя как бы в область профилактики. И поэтому умение построить именно управление с точки зрения внешнего пространства, да, некого, это все-таки умение четко организовать свою собственную позицию, то есть свое собственное место, где вы четко определяете вообще, как ваше тело, ну, фактически растет на информации. Для Бога, значит, создать тело – это процесс, идентичный созданию вообще любого объекта информации. И Бог практически все время создает в реальном времени. Поэтому вы можете на этот процесс с этой точки зрения посмотреть. До этого просто вы можете рассмотреть, где начальный уровень вашей информации, то есть рассмотреть, каким образом вообще распределяется информация вокруг вас. Дальше, когда вы начинаете первые признаки информации понимать, вы видите, что свечение многих аспектов информации попадает в определенную систему, так скажем, мироздания сначала, то есть даже не сначала к вам, а мироздание, а дальше вы начинаете понимать, что система мироздания – это вообще локальный случай развития вашей личности. То есть любое мироздание, любой уровень внешней реальности – это локальный уровень личности. Но это и понятно, восприятие – это комплексная система. А если мы в рамках восприятия видим два объекта, например, лист растений и весь мир, то получается все мироздание – это уже меньшая система, чем два объекта. Поэтому выделение двух элементов – это достаточно важный принцип управления, где внешняя система, если она тем более строится душой, то это система, которая фактически уже вами в определенной степени построена, причем построена лично вами. Вы можете очень четко выделить ваши управляющие действия по построению вот этой внешней системы. То есть умение выделить внешнюю систему в информации – это всегда умение управлять системой. И поэтому вот когда мы, например, как-то объективизируем какой-то импульс управления, мы всегда все-таки ставим задачу, а задача – это все равно внешняя система. И когда мы начинаем понимать вообще, откуда задача берется, вот даже вот там лечение, ну просто любого, да, другого человека, помощь другому человеку, помощь, например, даже себе или там вообще просто управление некой внешней ситуацией, ведь все эти процессы, они откуда-то произрастают. Они фактически растут из вашего организма. Так же, как из Бога реализовываются все другие системы, значит, есть точки роста, где ваш организм начинает реализовывать фактически все внешние системы. То есть он их как бы выращивает. И поэтому, вот, например, есть такой коллективный закон в управлении, что как только большое достаточное количество людей, даже пусть на региональном уровне, понимает, что надо развиваться в сторону вечного развития, так как и показал Бог, да, своим именно вечным уровнем, то дальше регионально начинает гораздо проще решаться вопросы там, лечения, вопросы управления или там, воскрешения и так далее. То есть коллективное сознание строится таким образом, что установленный какой-то процесс, даже регионально установленный, я не говорю даже о конкретной личности, уже обладает свойством распространения. И в связи с этим мы получаем такой процесс, что когда мы делаем, например, управление, идущие от нас, там, да, в какое-то, например, внешнее пространство, то получается, во-первых, мы же сами формируем пространство, но когда мы начинаем задумываться, а как вообще по существу мы формируем пространство, то получается, что мы видим абсолютную подконтрольность этого пространства себе. Достаточно только инициализировать, ну, как бы уровень определенного интеллектуального, что ли, или там высокого интеллектуального плана. То есть выйти на уровень интеллектуального как бы мышления, где интеллект — это есть одновременно и звук, это одновременно и действие, и мысль — это есть концентрация интеллекта, скажем, если вот варьировать эти понятия, то мы получаем, что мы можем самопроизвольно там варьировать уровень как бы интеллектуального вмешательства.
То есть есть уровень прямого управления, это тоже определенный уровень интеллекта, так скажем, да, но ведь есть уровень там решения каких-то задач, ну, например, просто обычных там математических, каких-то других, и это как бы некое такое искусственное действие, ну, некое подобие там действия, где требуется как бы некое управление по количеству, что ли, значит, соседних событий, то есть как бы внешних событий, внутренних, то есть действия, где приходится применять алгоритм там каких-то вычислений там, и так далее. То есть вот я подразумеваю здесь, что под интеллектом подразумеваю уровень как бы несколько более, что ли, внешний, вами созданный. То есть вами созданный интеллект, ваш же, собственно, а есть как бы интеллект, где есть пересечение действия Бога и вашего. В общем-то, где Бог вам показывает, и вы видите, что ваше действие, то есть действие с точки зрения как бы вашего уровня восприятия Бога, да, это как получается есть личное восприятие Бога, и одновременно это ваше действие, то вот здесь получается есть так называемый интеллект действия тела, то есть вот когда из тела начинают образовываться уровни управления, то получается, что есть определенная интеллектуальная функция, то есть тело думающее, так скажем, да, тело, дающее следующую жизнь, следующее развитие. И с этой точки зрения, кстати, вот рождение ребенка — это есть также действие тела человека. Ну, и в логическом плане, и в информационном. И получается, когда мы прослеживаем стыковку как бы внешнего интеллекта, вами созданного, своего собственного, да, и интеллекта там тела, интеллекта как бы внешней среды, то мы получаем следующее управление. Вы можете на уровне логики, на уровне сознания построить очень динамичную конструкцию, которая будет достаточно эффективно управлять фактически как бы вашими, да, задачами, управлять без особых, в общем-то, ваших усилий в динамике, но здесь получается такой момент, что это управление достаточно проявлено. То есть если управлять большим количеством систем, то системы проще, как бы, получается, ну, обнаружить, так скажем, да, за счет внешней информации. И получается, что внешних событий тогда становится больше. Ведь принцип есть реализация событий, это скорость, например, есть какие-то другие системы. А когда вы работаете как бы многомерными или множественными системами, то получается такое событие проще обнаружить. С одной стороны, это все-таки преимущество, то есть может быть помощь, да, некая там с внешней среды. А с другой стороны, и сопротивление тоже возрастает. Ну, понятно, чем массивнее конструкция, тем больше сопротивления. Так вот, чтобы массивность данной конструкции была, опять же, не препятствием, да, для осуществления событий, нужно просто, чтобы эта вся как бы масса событий, как бы многомерного управления, просто перешла в тело. То есть сделать простой очень как бы на уровне духа управляющий системный, что ли, выход, что вы берете и через духовное управление приводите систему на физическое тело, и внешняя система управления становится вашим физическим телом в данный момент, например, там, вашего развития. Таким образом, вы можете по аналогии с тем, как Бог строит многосложную систему, строить свое собственное тело. При этом понимать, что Бог строит каждую секунду ваше тело, ну, фактически, на самом деле, как бы заново. То есть для него же действительно любой процесс совершенно равнозначен. Что непрерывные процессы жизни, что там какие-то дискретные, там капля дождя и там столетний дуб, да, например. Для него процесс организации одной капли и дискретный процесс организации дерева в каждом времени — это один и тот же процесс, ведь он держит все явления реальности, да, под своим управлением. Получается, когда вы начинаете в эту систему входить, то совершенно четко и совершенно понятно, что для организма человека, по сути, ведь каких-то вот вредных веществ, их вообще-то по сути нет. Или там вредных воздействий, каких-то вредных даже состояний. Потому что достаточно понять суть первичной организации человека в этот момент, выделив именно внешнюю структуру управления, и тогда все время человек будет здоров. А вот если вы там или где-то не успеваете, или этот процесс где-то, ну, например, не полностью как-то реализовывается, то получается возникает там или заболевание, или какие-то там события, которые, например, нужно улучшать еще.
Так вот, с точки зрения Бога, для Бога ведь по логике вещей все события должны быть, по крайней мере, хороши для восприятия, да, Бога. Он, создавший мир, должен как-то вот уметь определять любое событие именно как событие, по крайней мере, стремящееся к норме, или, по крайней мере, всегда улучшающееся в сторону нормы. Так вот, оказывается, человеческое стремление и позиция Бога в данном случае одно и то же. То есть для Бога, душа Бога — это есть развитие духа человека в область событий. То есть если достаточно просто того, что Бог посмотрит душой на события, да, и событие улучшается, для человека это развитие духа, динамической системы. То есть наиболее динамический статус, который существует в мире, это человек для Бога. То есть Бог воспринимает человека как очень быструю динамичную систему, в отличие от того, что он другие системы воспринимает как статичные. Даже животное воспринимает как замедленный элемент, там, более дискретный, да, с точки зрения человеческого восприятия. И когда уже животное переходит, например, на уровень помощи человеку, там, предположим, лечение людей, там, или участие в процессах воскрешения людей, да, казалось бы, все-таки человек более высокоорганизованный уровень для животного, но животное действительно тоже может участвовать в помощи, там, встречи с воскрешенным, как поисковый уровень, да, собака может определять, где находится воскрешенный, и понимать, что это действительно воскрешенный. То есть, когда дифференциация такого уровня, то тогда получается, что собаки могут и лечить, или там, не обязательно собаки, любые животные. И здесь получается вот совмещение всех уровней реальности в системе именно внешнего управления, когда душа начинает строить внешнюю конструкцию мира. То есть любое построение внешней среды прежде всего определяет уровень души, ведь изначально, где находится душа человека, это вопрос достаточно конкретный, но и не всегда точно определяемый, особенно там в детском возрасте часто такие вопросы у детей бывают. Так вот, мы приходим к тому, что значит, мы начинаем визуализировать на оптике, выделять оптическую систему души, как только ставим задачу именно внешней информации. Тогда мы видим вообще, где Бог организовал нашу душу, то есть лично вашу душу. То есть вы видите в чистом виде собственную душу, и так как с точки зрения вечного развития тела это есть часть души, то вы видите именно сначала информационный уровень, то есть вы видите место, где находится ваша душа, где душа сливается с телом, где душа именно с физическим, да, где душа организовывает тело, и постепенно приходите к уровню, где душа не отличается от тела. И вот как только вы приходите к уровню, где душа не отличается от тела, то получается вы приходите именно к обычному уровню сознания людей, где все процессы именно такие, потому что душа и тело – это единая система. Вот мир устроен так, потому что душа и тело – это именно единая неразрывная система. И поэтому мир так и устроен. Поэтому проезжающая машина имеет такой конкретный номер, в нужное место какое-то едет эта машина, и вы находитесь в этом месте. То есть можно очень четко вычислить с точки зрения неразрывности процессов тела и души, почему вообще в мире все так происходит. И вычислить это на уровне, вообще говоря, как скажем, интеллектуальной логики. То есть не просто просмотровым уровнем, да, а уровнем логики. Вот я как раз подвожу к тому, как формируется обычная логика человека, которая предусматривает и элементы там, ясновидения, и элементы духовного видения, потому что можно просто видеть, как физическим зрением, да, все понимать и знать. И вроде бы это просто как бы такой линейный процесс, а с другой стороны, чтобы добиться простой такой линейной системы, нужно очень сложную область внешнего мира перевести в собственное физическое тело. То есть фактически самоорганизоваться от того, что есть внешний мир. И когда мы рассмотрим процесс управления, как это сделал Бог, то получается для Бога достаточно было организовать хотя бы один внешний элемент, тогда он все, он уже есть. И когда мы ставим вопрос дальше, а как он вообще этот элемент тогда технически организовал? То есть, чтобы определить его собственное, наличие в любом месте, он должен был
каким-то образом организовать внешнюю систему. Значит, он создал сначала свою душу. То есть душа, организующая внешнюю систему, прежде всего внешний аспект воспринимает как уровень собственной визуализации. То есть душа смотрит через другое явление на себя. И получается, мир, он абсолютно неразрывен ни в чем, да? То есть нет ни начала, нет ни конца, потому что это и есть фактически зрение души Бога, направленное на самое себя. То есть здесь выявляется принцип следующий, что задача мира – это задача души Бога. И когда вы начинаете по аналогии это видеть, то вы видите, что ваша душа также организует внешний мир. Ваша душа также участвует во всех внешних событиях. И поэтому есть области, где ваша душа абсолютно точно, что ли, так скажем, неразрывно, практически неотличимо стыкуется с душой Бога. То есть, если очень близко посмотреть, где-то видна граница, а если издалека, то это как бы один оптический уровень. Есть, конечно, жесткие структурные вещи в качестве отличий, но эти вещи, они как раз-таки события, где участвуете вы и участвует Бог. То есть созданное вами событие определяет статус вашей души. Ну, логически, в материальном мире так и есть, да, в социально правильных системах, что события, они определяют уровневость души в социальном аспекте. То есть социальный уровень, он и также связан с состоянием души, с действием души. Но когда вы начинаете понимать, как созданы души других людей, по крайней мере, там, знать принципы их создания с точки зрения их задач, целей, задач вечного развития, то вы можете очень эффективно помогать всем людям сразу. Достаточно, например, там только несколько человек суметь воспринять как уровень того, что у них есть внешние задачи, как внешнюю информацию, и тогда вы умеете уже делать дальше макроуправление. То есть вот, чтобы сделать макроуправление в данной технологии, очень просто можно выявить следующий закон, механизм и даже конкретную технологию сразу, что здесь, кстати, вот как раз технология и закон это одно и то же, что выявление, значит, управления, да, по крайней мере, по отношению к нескольким людям, позволяет совершить именно макроспасение, то есть следующий как бы захват, да, следующего уровня информации, ну, таким именно спасительным действием, определен тем, что вам достаточно выявить несколько внешних задач, ну, скажем так, нескольких людей. Но когда мы идем дальше, то получается спасти всех — это задачи не только там нескольких людей, а вообще говоря всех. Все должны быть спасены. И пусть они внешние, вы можете взять и поставить задачу сами. Если человек не знает, что может быть там какое-то там ядерное оружие, например, там человек или он только родился, или он находится в отдаленном регионе, где вообще нет прессы, да, какие-то отдаленные племена, например, даже, то вы ставите перед ним задачу самостоятельно. Вот чтобы перед человеком поставить задачу, а человек полностью свободен, здесь нужно опять входить в уровень управления так, как делает Бог. То есть вы фактически решаете свою задачу. И здесь получается, что Бог всегда решает свои собственные задачи, когда Он ставит задачи перед вами. И здесь, когда вы начинаете понимать, как Он ставит и как вы решаете, то вы получаете уже концентрированное управление, причем такого уровня, что вы решаете уже задачи Бога, то есть вы, получается, выходите на точную линию восприятия и управления, и вот вся внешняя среда становится уже вашим собственным уровнем. И тогда, когда внешняя среда становится вашим уровнем, вы понимаете, что вот вы как раз находитесь именно в гармоничном уровне управления, как бы в гармоничной области или там сфере управления, где есть именно гармония, но уже ваша, естественно, идущая за счет вашего концентрированного управления, направленного на любую реальность. И получается, что тогда, когда вы уже понимаете, что это действительно направлено на любую реальность, а не только там в ближайшую какую-то область, да, возле вас, то вы видите, что Бог делает то же самое, также делает легко, например, да, и вы начинаете видеть, что технологически вся внешняя реальность, она познаваема. То есть вы видите, что существуют ответы на те вопросы, которые вы задаете. И ответы находятся в конкретных местах. Четко, причем привязанных к вашему динамическому телу, так скажем, да, во всей реальности. То есть к вашему телу, которое
строит постоянно Бог, и которые теперь уже, например, в определенных аспектах можете вы строить, то есть как бы воспроизводить тело. Когда вот вы мысленно о чем-то там продумываете, вы же часто рассматриваете себя или там какую-то позицию с точки зрения вашего тела. Например, вы пришли там в магазин или там куда-то идете, вы же как-то свое место определяете в этом событии, в системе мышления. И даже если вы думаете о какой-то вещи в магазине или о каком-то действии, то все равно вы где-то находитесь. Вот обратите внимание, что когда вы говорите о магазине, это всегда место примерно в центре сферы вашего мышления. Если вы говорите о отдаленных действиях, там, куда-то вы поехали, там, например, просто на отдых, дорога, то вы находитесь всегда на нижнем основании сферы мышления. Именно ваше физическое тело. То есть физическое тело в восприятии имеет строгие законы перемещения, в зависимости от того, о чем вы думаете. Если изучить системы перемещения, мы можем увидеть, как мысль ткет орган. И когда вы начинаете эту конструкцию понимать, то достаточно просто уметь наблюдать за мыслью как бы извне, и вы можете просто-навсего себе восстанавливать орган. То есть, например, если там орган здоров или клетка какая-то, абсолютно все у вас здорово, то вы можете просто увеличивать количество управления как бы такого типа, что вы за счет хорошего здоровья просто увеличиваете скорость управления. Поэтому получается, что когда человек практически, так скажем, здоров, он управляет всей конструкцией мира достаточно стабильно. То есть почему, например, не происходит там ядерных войн, хотя многие процессы бывают сложными, там технические проблемы, потому что есть люди, которые просто, они практически здоровы, они имеют хороший статус личного развития, и не может произойти там какой-то случайности. То есть случайность исключена, потому что есть внешнее управление от людей. Если мы рассмотрим период какой-то внешний, там есть некие планеты, есть предположение, что вначале там были какие-то процессы, например, образования планет, где как бы считается, что люди, возможно, появились позже, на планете Земля, то посмотрите на систему в целом, и вы увидите, что от тела человека, от тела именно даже одного человека, и построилась вся конструкция планет, включая, например, Землю. Да? И когда вы посмотрите дальше, вы увидите, что все-таки информационный как бы центр человека это все-таки Земля. То есть вы увидите, что человек, который находится, например, там, на поверхности Земли, там, находится в вечное время, там вечно живет, он очень четко определяет месторасположение всех планет. То есть задача очень простая: посмотреть, как живет вечный человек на поверхности Земли, и посмотреть на него с точки зрения того, как душа могла бы или там строит, или могла бы построить конструкцию его развития. Причем мы говорим о человеке как таковом, даже не о ком-то конкретно. Но вот такой как бы усредненный, что ли, уровень управления, он показывает, что этот человек, он ходит по конкретным маршрутам по планете Земля, он строит внешний мир совершенно конкретно, по определенным законам, очень четким. И получается, что весь внешний мир, почему он так жестко, в общем-то, построен по логике и правильно? Потому что есть законы, которые называются законами распределения, так скажем, информации вокруг тела человека и вокруг тела Бога. И эти законы, они построены именно на том, что есть определенные законы, принципы организации именно внешней среды. Причем организация этой среды, например, душой. Можно рассмотреть, конечно, процесс организации среды духом, но тогда этот процесс будет именно уже выглядеть с точки зрения духовного аспекта управления, и получается, что там возникает многомерные системы, но они уже все-таки другие. Потому что одно действие – это действие души, и одна системность действия духа – это тоже системность, но тогда связи, геометрические связи другие в оптике. И получается, что когда мы хотим понять, где находится на оптике дух, например, человек хочет развить управление, посмотреть, где работает, например, фракция, например, сознание, то, что называется сознанием, в оптике, где работает дух, где работает, например, душа человека, он должен тогда очень четко определить
как строит дух, как строит душа, и тогда по как бы почерку, да, построению очень четко видно участие души, духа, ну, как бы какого-либо из объектов информации, да. И поэтому, исходя из этого, можно по конечному действию, то есть по внешнему действию, из уровня души четко увидеть всю структуру духа, и это, в общем-то, достаточно просто на самом деле. Но дальше можно решить обратную задачу. Через дух определить тогда уже действия души, личные души. И здесь путь очень прост. Вы сначала входите в область оптики духа, а оттуда уже вам известен маршрут, вы практически берете и возвращаетесь опять к душе. Таким образом, и Бог, Он создает материю, то есть исходящее от Него к Нему же и приходит. И получается, что мы можем посмотреть, как вообще материя в принципе строится. Там клеточная материя, материя социальная, да, материя мышления. И отсюда очень просто можно сделать анализ, как бы какой-то многосторонний анализ, или анализ как бы многосимметричный, чтобы сразу же элементы анализа выходили как система симметрии в разные системы мира. То есть анализ более эффективный, если на уровне правильного понимания ситуации вы мгновенно передаете информацию как бы по симметричным каналам, то есть по аналогичным. И поэтому Бог и создал человека по аналогии, да, по образу своему и подобию, по образу своего развития, по образу своего действия, потому что вот именно симметричные системы позволяют мгновенно получить информацию в любой точке. То есть есть определенный закон, связывающий людей, где человек, имеющий опыт знания, мгновенно передает знания всем. Вот по этой технологии достаточно всего лишь навсего дать знания вот именно по макроспособию, например, там нескольким человекам, причем тем, которых вы воспринимаете как бы сразу, вот сейчас, первому импульсу управления. Это могут быть совершенно разные люди. Можете их потом только найти на информации. И дальше вы уже определяете, кто были эти люди. Как только вы научитесь давать знания и именно так, как бы в первом самом импульсе, да, не распределяя там, не дифференцируя, значит, кому из этих людей, там, например, может быть, нужно даже ну, там, сделать быстрее. Именно в первом импульсе нужно выдержать равнозначность управления. И как только вы это делаете, то получается, вы делаете сразу для всех, потому что ваша душа выбирает всегда то, что в первом импульсе вы обязательно делаете, кстати, как правило, вы делаете правильно, то есть нету именно аналитического уровня, да, просто есть волна спасения, да, идущая от вашего тела. А с другой стороны, вы очень четко можете здесь увидеть, как бы в первом плане управления, что душа выбирает сначала тех, кому надо помочь в первую очередь. То есть механизм спасения очень четко заложен в душу каждого человека, спасение другого. Но когда вы начинаете опять анализировать, смотреть на свою собственную душу извне, то получается, что по сути вот это и есть механизм саморегенерации, самовосстановления в том числе, потому что вы можете быть на информации одним из тех людей, ну, к которому вы импульс послали. И тогда получится, что вы сможете проследить, ну, как бы свои собственные задачи через внешнее наблюдение. Ну, вы можете, конечно, знать свои задачи, можете там их ставить или как-то решать, но вы можете еще их просто продиагностировать. Например, так взять и посмотреть вообще, какие у вас, вообще говоря, задачи, да, следующего дня, предположим. Так вот, логически ясно какие. Но, например, здесь вы можете увидеть, что именно ту точку, где душа имеет уровень именно полной свободы действий человека. То есть вы приходите в точку, где ваша же душа вам, получается, ну, как бы дает такую информацию, что как вы определите задачи, да, будущего дня, так они и будут складываться. И вот здесь вы приходите к тому, что полная свобода человека при обращении, значит, ну, к своей душе, это есть изначально заложенное Богом действие. То есть вот любой анализ, направленный на структуру собственной души, это есть всегда уровень
первичный вопрос. То есть фактически вы себе вопрос не задаете, получается. То есть вы находитесь в покое. То есть внешнее сканирование информации, например, души, собственных задач, это всегда ваше личное действие в каждый момент времени. Вот так и поставил Бог, что путем внешнего действия, ну как бы, что ли, конечно, можно определить задачу, можно сделать диагностику, посмотреть впереди себя, все это понятно, это можно сделать. Но когда вы ставите задачи в принципе, как бы, и обращаетесь глубоко к себе, то вы приходите опять на начальный импульс. Тогда вы четко видите точку построения вашего тела в данном импульсе. То есть вот вы очень четко начинаете видеть, как вообще вы строите свое тело за счет работы сознания. И начинаете видеть, как идет построение тела через решение задач, через постановку вопросов, через решение вопросов. То есть вечное развитие – это все время решение определенных задач. И получается, вы тогда начинаете понимать для вечного развития, системного именно, какие должны быть задачи построения внешней информации, там, внутренней информации, воспроизводства, скажем так, самой информации и так далее. То есть найти те уровни, которые позволяют вам очень четко определить, что вам делать, например, в следующий раз, да, не напрягая как бы волю, то есть что вам делать и что ваши дела там, например, при этом действии решатся естественно. То есть вот здесь есть именно уровень, когда внешнее управление становится естественным уровнем вашего просто собственного поведения. И тогда, получается, вы очень четко приходите к тому, что ваша свобода воли, действий, она вообще никогда не нарушается. Вообще никем. И когда вы начинаете этот процесс познавать, то вы видите, что вот это вот действие, это просто есть сверхконцентрация вашего собственного сознания. И, в принципе, здесь получается, что вот эта вот именно сверхконцентрация, она практически такова, что вы сможете увидеть себя, например, там, в отдаленном будущем или там, в бесконечном будущем. То есть, чем вы более концентрированно смотрите на себя, то тем четче ваша собственная система восприятия себя. То есть вы начинаете выходить в уровень, где вся внешняя информация, да, которую вы воспринимаете, это есть данные, касающиеся вас. Это есть сведения о вас. И тогда получается, что действительно вся внешняя реальность формируется вокруг вас. То есть сверхконцентрация – это вы с вашей информацией, а внешняя реальность – это есть то, что развивается или от вас, или стремится вам помочь, как бы развиваться в вашу сторону. Да? И эта система, вот, она так несколько похожа опять на линии кристаллического развития, или там на линии некой там, ближе, например, там, к развитию хлопковой ткани, некая ткань начинает возникать вокруг вашей информации. Или часто это можно видеть как подобие развития некой материальной среды, где есть очень много систем связи. И когда вы видите данную позицию по отношению к себе, то вы начинаете понимать, что другой человек, он вполне способен воспринять, вообще говоря, любые знания, потому что принципиального отличия же нет. И, соответственно, если вы знаете, что есть макроспасение, естественно, другой человек всегда эту технологию может познать. То есть вот в этой системе, когда вы начинаете внешнюю реальность анализировать именно с точки зрения создания душой, вы видите, что любая внешняя реальность – это познаваемый уровень, это уровень, который фактически исходит от вас, и если вам нужно, вы можете вполне задать свойство, что человек, который находится, там, скажем, во внешнем мире, всегда освоит технологии, там, например, вечного развития. То есть вот здесь вот очень простые законы переходов как бы одного уровня знаний, например, к знаниям другого плана. И получается, что когда вы начинаете эту систему анализировать, как, например, да, систему действия, то здесь очень четко обозначены критерии действия. То есть критерий очень прост. Чтобы правильно делать работу, вот как Бог показывает делать, нужно просто более интенсивно передавать знания, например, ситуационные, в данном случае речь идет о знаниях макроспасения, где элементом является то, что нельзя допустить, например, там, хотя бы глобальной ядерной катастрофы, такого типа, да, химической, бактериологической и так далее. То есть знания, которые возникают, они возникают как знания, вообще говоря, достаточно линейные. То есть совершенно четко понятно, что
нужно делать. Также в данном случае при лечении заболевания, например, вся внешняя система, она воспринимается как информация, и свойства информации должны быть изучены настолько как бы фундаментально, да, радикально, чтобы внешняя система работала сама по себе и восстанавливала здоровье, например, ну, того человека, кем вы занимаетесь, или пусть это будете вы сами на информации. То есть, значит, это самовосстановление, да, самооздоровление. И вы можете увидеть, что в зависимости от прикосновения ваших систем управления, там, волевых импульсов, оптических, как формируется вот эта вот система самоорганизации. И вы начинаете понимать, что самовоссоздание Бога — это на самом деле процесс не такой уж он, по сути, как скажем, сложный, что ли, для познания с точки зрения человеческого сознания. То есть самовоссоздание — это есть процесс саморегулирования, где Бог изначально был, то есть как бы он выходит в другое время, да, на логике, и это вневременной процесс. Но когда мы переводим на логику времени, то получается, что время — это есть развитие пространства, расширение в данном случае. Стоит нам только захотеть, например, построить линейную систему событий, как пространство начинает расширяться. И таким образом мы можем через как условные там какие-то специальные модели, просто за счет того, что мышление обладает функцией расширения пространства, увидеть, где был Бог до его уровня самоорганизации. Как только вы начинаете эту точку свечения воспринимать, то вы видите, что уровень начальный, еще до начального уровня свечения, до уровня организации вашей души, это контролируемый вами уровень. То есть еще до того, как душа ваша была создана, внешняя информация вами контролировалась. И когда вы начинаете смотреть, а чем вообще тогда она контролировалась, то опять приходите к физическому телу, к духу, к сознанию. То есть, в первую очередь, часто воспринимается именно физическое тело, но может восприняться сначала какая-то фракция сознания, потом физическое тело и так далее. То есть вы опять видите собственную личность. Получается, личность в любой момент времени контролирует систему вокруг себя. До начала даже организации души собственной. И получается, что вот этот вот процесс, он в том и заключается, что личность создана, значит, она вечна. Также и Бог созданный, он изначально себя всегда контролировал. И когда мы начинаем на человеческой логике на это выходить, то ясно, что любой объект информации, там, например, животный мир, обладает, вообще говоря, где-то этими же свойствами. И когда эти свойства существуют, то ясно, что человек имеет вечное развитие. Любой объект информации может иметь вечное созидательное развитие. Потому что есть области, которые находятся вне уровня проявления, так скажем, самих объектов. И когда эти области начинают восприниматься, то здесь возникает очень простой порядок как бы регулирования ситуации. Достаточно войти в область, увидев, что эта область управляющая, вы вполне можете сделать управление уже дальше на себя и отрегулировать любой свой процесс, включая процесс, например, там, самоорганизации. И так как ведь, рассмотрев процесс следующим образом, что так как Бог обладает возможностью всегда влиять на любую систему, да, включая на процесс собственной самоорганизации, он же все-таки выдерживает данный мир именно в этой, да, конструкции и его развивает, то возникает вопрос, а почему бы там Богу не взять и быстренько, например, фундаментально как бы систему как-то очень качественно там преобразовать, чтобы не было никаких проблем, а потому что задача самоорганизации — это задача именно развития всех по статусу Бога, то есть как Бог показывает, как Бог указывает, да, и получается, что вот задача самоорганизации — это опять же системная задача, основанная на том, что уже существует. Ну, такие вот логические переходы говорят о том, что Бог самоорганизовался именно для того, чтобы мир был жестким. Это его личный выбор просто. Именно он таким построил мир, и когда вы начинаете это видеть, вы видите, что все внешние системы управления, вот, которые строятся вашей душой, это уровень, который Бог вам дал для того, чтобы вы смогли иметь именно вечное, то есть прийти опять к Богу, да, быть таким, каким является, пусть даже хотя бы в динамике развития Бог, то есть именно вечным. Тогда ясно, что вечный вы
вечное действие, вы всегда делаете управление эффективное. Как только видите структуру вечности именно в фундаментальном понимании, именно структуру, где организация любого события приводит к вам, и вы являетесь вечным. Тогда получается, что управление совершается всегда эффективно на том или ином плане, да, но всегда можно, значит, его привести на ту реальность, которую вы хотите организовать, там, физическая, информационная и так далее. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.